Всем привет! Меня зовут Вика. И сегодня давайте посмотрим довольно необычный такой расклад Таро. Даже это будет скорее не расклад, а психологическое Таро. Я давно в таком формате не делала, но решила снова зацепить вас и сделать такой формат. Признаки женской измены. Но это будут такие признаки, о которых, возможно, вы даже никогда не догадывались. И в конце будут самые такие вкусные признаки, самые бомбические. Поэтому я советую вам посмотреть видео до конца. Отзывайтесь в комментариях, были у вас такие признаки в ваших отношениях. Ну и даже у кого будут отношения, вы сможете, зная их, вы можете уже фильтровать как-то и так лучше понимать женщин, да, чтобы не было вот этой лапши на ушах. Как всегда, конечно же, настраивайтесь на расклад. Вернее, даже это не расклад, это будет у нас сначала сигнификация, да, вот в какой ситуации вы находитесь, а потом мы возьмемся за наши признаки измены. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Грустно, печально, тоскливо. Ребят, что ж так тоскливо? Абсолютнейший, знаете, вот это может быть упадок сил, это может быть депрессия, плохое настроение, это какая-то обозленность на весь мир. Знаете, не хочу никого и ничего, все достало. Особенно, знаете, вот у кого может быть поездка какая-то, отпуск не выгорел, тоже грустно, печально, потому что хочется как-то вот к морю, хочется отдохнуть, хочется вообще поменять обстановку. Но это состояние, когда вообще достало. Плюс здесь большая вероятность того, что здесь еще большие переживания из-за того, что не складывается личная жизнь. Я не вижу на данный момент у вас любимой женщины, я не вижу абсолютно человека, с которым можно и в радости, и в горе. И причем даже вот когда вам вроде бы и попадаются по жизни какие-то шансы, может быть, кто-то пытается с вами знакомиться, либо же знакомые, друзья, приятели хотят вас познакомить, ну как-то вы то ли не замечаете, то ли не хотите этого замечать. Вот не хочу ничего. Вот такое состояние какой-то обозленности, что ли. Вот. Так, что еще у вас проигрывается? Вот работа, заработок. Довольно неплохая денежка должна вам прийти. Но опять же, вот вы деньги зарабатываете очень непросто. Очень непросто. У кого-то это даже тяжелый физический труд. Может также еще проигрываться, что вы деньги, может быть, зарабатываете и помогаете своим детям, там в учебу как-то вкладываете. Либо же просто помогаете финансово, ну, как бы сделать ребеночка счастливым. Плюс еще, смотрите, в вашей жизни проигрываются такие вот ситуации, когда, ну, вас довольно легко обмануть. Вот будьте бдительны, потому что есть люди в вашем окружении, которые как-то не очень доброжелательно к вам относятся. Ну, то есть это такие двуликие люди. Они могут казаться друзьями, но на самом деле, ну, они готовы подставить. Люди, которые, ну, не друзья. Поэтому фильтруйте, вот, может быть, были какие-то моменты, да, когда человек, которого вы считали своим другом, приятелем, не очень красиво поступил, то подумайте, а стоит ли дальше общаться и тем более делиться какими-то, может быть, моментами из своей жизни, да, с этим человеком. Вы вообще пахарь, вы по натуре такой пахарь, да, вы не боитесь работы абсолютно. Причем у вас есть, возможно, по работе вот два каких-то, то ли это компаньоны, коллеги, да, там, я не знаю, сотрудники ваши, с которыми вы довольно так тесно общаетесь. То есть у вас работа такая вот, она больше с людьми, да, вы не сидите закрытый там в кабинете один, вот как-то вы коммуницируете, может даже с работы, ну, работа связана с какими-то вот поездками, может быть, командировками и так далее. То есть личная жизнь, хоть держись сейчас, да, вот, несмотря на то, что я еще раз повторю, вроде бы и есть шансы познакомиться, но вы не хотите их замечать, вот какая-то вот апатия, может быть даже
это осознанный выбор незнакомиться, да, вот осознанно вы решили поставить крест на своей жизни. Ну, я имею в виду на личной жизни. Такое тоже может проигрываться. Итак, сигнификацию мы посмотрели, хотя, опять же, еще раз повторюсь, что те признаки женской измены, о которых мы сейчас будем говорить, они будут полезны не только те, кому подошла сигнификация, а вообще всем, да. Итак, начнем сначала с таких самых простеньких признаков, да, которые могут говорить о том, что у женщины кто-то появился. Первый признак – это женщина начинает резко за собой следить, либо же она худеет, начинает заниматься собой, своим весом, здоровьем. Может быть, ходят в спортзалы, да, вот как сейчас модно в фитнес-клубы записывается. Она начинает прихорашиваться, она может начинать активно менять себе гардероб, может быть, она сменила стиль одежды, да, прическу, перекрасилась в другой цвет, да. Ну, то есть это происходит резко. Далее, следующий момент. Обращайте внимание, если у женщины на теле появляются какие-то синяки, ссадины, какие-то царапины, да, особенно, конечно же, это касается, ну, тех мест, которые, ну, приближены к интиму, так скажем, да, может быть, там на ягодицах, на груди, где-то на бедрах, потому что в порыве страсти люди, ну, они так себя не контролируют. Я сейчас скажу, конечно, не очень приятные вещи, да, но опять же, это житейские вещи. Интим с любовником – это немного другой интим, чем с мужем. А тем более, если с мужем портятся отношения, когда здесь уже либо раз в месяц, либо это чисто миссионерская поза, и то из-под палки, то понятно, ну, о каком интиме здесь можно говорить. С любовником здесь совершенно по-другому обстоит история. Здесь бурный страстный секс, да, тем более, когда люди встречаются украдкой, да. Пусть даже это раз-два в неделю, но есть какой-то драйв, есть адреналин, есть азарт, да, вот эта страсть, которая отключает мозги, да. Бывают вот эти все, ну, так сказать, синячки, да, назовем их так, которые появляются на теле. То есть обращайте внимание. Да, понятно, можно удариться где-то там рукой, ногой, но я думаю, вы у меня умные товарищи, вы поймете, где и какие синяки, да. Потому что даже если мужчины, допустим, ноготки немножко там отросли, может тоже поцарапать женщину в порыве страсти. И, конечно же, смотрите, какой еще момент. Если какой-то один вот из признаков, которые я вам назову сейчас, то не нужно сильно обращать на это внимание, потому что, ну, это не факт, что эта женщина изменяет. Вот именно если хотя бы там 2, 3, несколько вот вместе, вот, да, вот признаки есть, тогда, да, тогда уже нужно бить во все колокола. Итак, идем дальше. Женщина стала в интиме очень такой страстной, начала делать такие вещи, которые раньше никогда не делала. Ну, как бы она может говорить, что она начиталась книжек, там, да, вот она нафантазировалась, там, да, может быть, она клубнички насмотрелась, да, вот этих видео, и решила как бы с вами попробовать, да. Опять же, вы понимаете, что это может идти совершенно из другого момента, да, то есть она где-то с кем-то это все попробовала, ей понравилось, и она это решила воплотить с вами. То есть, смотрите, это в какой ситуации? Если у вас интим, допустим, стал пресный, стал никакой, стал редким, а тут вдруг она вся такая стала заводная, горячая, постоянно хочется, да? Здесь тоже можно обратить внимание. Также еще может быть такой момент, когда вот у женщины появляется новый мужчина, да, но опять же здесь очень индивидуально. Женщины довольно часто могут пребывать в возбужденном состоянии. То есть, знаете, она может вспоминать, она может фантазировать, но именно фантазировать с тем мужчиной, с другим. Но здесь как бы под боком вы. И она может, вот попался, да, вот она находится в возбужденном состоянии. Здесь вы попадаетесь под руку,
И она как бы начинает вот такая вся шальная императрица с вами зажигать, приставать, да, потому что она вся кипит, она горит, но опять же мысленно она с другим мужчиной. С вами она чисто физически, да. Так, далее. Следующий момент. Когда женщина, допустим, вот пришла домой, да, ну, бывает по-разному, да, мы сегодня говорим такие очень откровенные вещи. Конечно, это будет кому-то, может быть, не очень приятно, но тем не менее вы сможете сравнить с тем, что у вас было, да, сделать какие-то выводы. И на будущее. Я сейчас это говорю именно о будущем, чтобы вы потом не обжигались в новых отношениях. Если женщина приходит, вот бывает ситуация, да, вот она пришла и вдруг приспичила, вот, да, захотелось там интима. И вы понимаете в процессе, да, вот когда входишь в женщину, вы понимаете, что, ну, как бы, грубо говоря, как в ведро вставил, да? Значит, внутренние органы еще не успели сузиться, да, вот когда набухают и губы, и все остальное, да. Та вами любимая горошинка, когда набухает, значит, у женщины либо недавно это все тоже произошло, но с другим, и она еще не успела успокоиться, она вся в предвкушении, ну, вернее, не в предвкушении, а в послевкусии уже. Тоже это может быть еще такой момент. Далее, смотрите, этот признак, ну, его, в общем-то, психологи выделяют. Ну, я как бы согласна наполовину с этим признаком, но я все-таки его озвучу. Смотрите, когда у женщины появляется новый партнер, конечно же, у нее изменяется микрофлора влагалища. Поэтому отсюда могут появляться и та же молочница, да, какое-то зуд, жжение. Это может быть болезненный вот именно интимный контакт. То есть вот эти все моменты, да, выделения могут быть. Может быть такой кислый привкус, кислый запах, да. Поэтому тоже это может быть одним из признаков, но опять же, смотрите, все в комплекте, не один этот признак, потому что микрофлора может меняться и после антибиотиков, и после того, как она сладкого переела, и от стресса. То есть один вот этот признак мы не можем брать как именно вот признак измены. Здесь нужно быть очень внимательной. Простите. Сюда же относится и цистит, когда попадает новая микрофлора, да. Но опять же, цистит можно заработать где-то застудиться. Поэтому, еще раз повторюсь, именно как самостоятельный вот этот признак, он может до конца не работать. Чтобы дров не наломать, лучше присматривайтесь, да. Вот если увидели там зуд, жжение и так далее, лучше еще как-то перепроверьте, ну, присмотритесь, по крайней мере. Может также меняться интимный запах, да, вот сегодня мы так довольно интимно, откровенно разговариваем с вами, как никогда, потому что, ну, все взрослые люди, но, тем не менее, нужно это знать. Конечно же, еще может быть, знаете, такой признак, когда женщина вот активно начала ходить к гинекологу. Я вам скажу, что нормальная, здоровая женщина, ну, ей достаточно раз в полгода, а то и даже раз в год. Просто такой осмотр делать, контрольный осмотр, все ли нормально. Когда женщина начинает очень активно ходить к врачу, ну, тоже я бы советовала вам присмотреться к этому, да, и обратить внимание. Опять же, в комплексе с другими признаками, я еще раз повторяю, да, не берем какой-то один, потому что, чтобы не было потом застрела. Смотрите, потому что женщина, когда ходит к гинекологу, это могут быть и аборты на стороне, это могут быть и установки спирали той же, да. Это может быть ситуация, когда вот, допустим, вы с ней жили, никогда не предохранялись, а тут вдруг она спираль захотела поставить ни с того ни с сего, да. Ну, то есть такие моменты. Либо же у нее какие-то как бы воспаления, да. Я бы вам еще советовала такой маленький лайфхак. Вот если вы видите, что женщина ваша ходит к врачам, естественно, какие-то свечи, может быть, таблетки выписывают. Ну, как-то можете даже втихаря, это я так уже, знаете, вам по секрету говорю, можете посмотреть название этих таблеток, либо свечей. И, ну, элементарно в интернете загуглите и посмотрите, от чего это, да, что это лечит. А может быть, она что-то подцепила, да.
а теперь она лечится. Также обращайте внимание еще на то, если женщина отказывается от интимной близости под разными предлогами. То она устала, то у нее голова болит. Да? Вот если раньше все было нормально, а тут вдруг она постоянно под какими-то предлогами она отказывается. Либо же она может еще закрываться в ванной часто, да, вот опять же делать какие-то процедуры постоянно, то, чего раньше не делала. То есть обращайте внимание на вот эти вот моменты. Ну и, конечно же, я вам скажу, что такие самые зашкварные вот моменты, это то, что когда женщина отказывается от интима, это, конечно, еще может означать то, что она подцепила какую-то, ну, венерическую болезнь. Это кошмарный кошмар, но тем не менее это тоже может быть причиной. Ну и, конечно же, вишенка на торте напоследок. Если женщина неожиданно предлагает предохраняться, вы сами понимаете, да, вот когда вы спите, ну никогда не предохранялись, ничего не предвещало беды. И тут женщина вдруг, давай предохраняться, да, вот именно резинки. Здесь тоже стоит задуматься, что женщина может быть либо зараженной, да, либо же как-то вот реально она знает вот этот момент про микрофлору, когда смешиваются две микрофлоры, вот двух мужчин, то это может быть чревато и воспалениями, разными осложнениями. Да и в конце концов, если даже залет, грубо говоря, та же беременность, да, то, по крайней мере, она будет точно знать, от кого. Может быть, она с ним не предохраняется, а с вами предложит предохраняться. Не хочу вас пугать, но есть такие истории, конечно, это трэш, это шок. Но это реальная история, когда, ну, опять же, это касается и мужчин, и женщин, да. Когда женщина поехала в командировку, естественно, там зароманила. Дома начала, конечно же, спать с мужем, не предохраняясь, а потом оказалось, что она заразила его СПИДом просто. Понимаете, вот такие вот моменты. Поэтому будьте очень и очень осторожны. Я еще раз призываю вас присматриваться именно к разным вот этим моментам. Ни в коем случае не нужно брать что-то одно. Потому что, да, бывает и по гинекологии воспаление просто, да, вот реально. Одно воспалилось, либо другое, да, ну то есть это житейские моменты. Бывают и те же ссадины, она где-то ударилась, да, просто. Опять же, я думаю, вы все умные, вы подключаете сюда интуицию свою, конечно же. И если это все в комплексе, да, если хотя бы 2-3 признака подходит, здесь уже нужно задуматься. И как-то попробовать, по крайней мере, выяснить и прояснить. Поэтому вот как-то так. Я надеюсь, что эти такие довольно серьезные признаки помогут вам не совершить ошибок и не позволить вешать лапшу вам в дальнейших отношениях. Не нужно бояться, не нужно, я думаю, некоторые мне напишут, что теперь страшно вообще с женщинами связываться. Нет, ни в коем случае, я не для этого говорила. Я для того, чтобы вы просто перестраховались, да, потому что жизнь одна, а те же самые даже болезни, да, но они бывают порой, к сожалению, неизлечимы. Да, и зачем это надо? Вот такой был расклад, вернее, даже не расклад, а такой вот психологический момент, да, психологическая консультация. Кому понравилось, делитесь с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!